Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я делаю вот такой торт с множеством подсолнухов. Это торт для мужчины, торт большой. Покрыт он у меня белково-заварным кремом и украшен он только подсолнухами, потому что именинник очень любит этот цветок, любит семечки, и поэтому хотелось именно сделать ему вот то, что он любит. Итак, главная здесь задача — это сделать, конечно же, сами цветы. Сейчас я покажу, как их сделать, что нам для этого понадобится. Крем у меня только что сваренный, белковый. Крем должен быть совершенно свежий. Сейчас я делаю вот такое основание. Цветы крупные, и поэтому основание должно быть, конечно же, большим. Я беру сейчас мастихин, и вот эту вот шапочку мне нужно разровнять, чтобы потом очень плавно нанести на них именно семечки на это вот на основание, чтобы она была вот таким у меня как бы полукругом, как такой шапочкой действительно смотрелась. Так же, как и серединка у живого цветка подсолнуха. Сейчас я беру насадку. Крем я окрасила желтый, у меня здесь цвет, и немножко оранжевого. Насадка у меня 352 галочка. Она, в принципе, продается везде, эта насадка. Можно взять обычный листик, но галочкой лучше всего, конечно, это получается. И сбоку я начинаю не сверху, а именно сбоку я начинаю отсаживать вот такие вот листья. Мы делаем это параллельно сейчас нашему кондитерскому гвоздику. Это я показываю, когда листья смотрят просто в стороны. Потом следующий цветок я покажу, как сделать листья, которые смотрят немножко кверху, потому что у живого подсолнуха у него по-разному очень листья расположены, в зависимости от сорта. Второй также ряд, видите, я приближаюсь как бы к серединке. Второй ряд, естественно, делаем в шахматном порядке. Это делается все очень просто. Главное запастись кремом. Здесь я сварила 150 грамм крема только на цветы. Основания у них тоже очень крупные. И 100 грамм крема я варила на обтяжку торта. Как потом я бока покрыла этого торта, я покажу тоже чуть попозже в видео. Вот такая вот у нас получается заготовочка. И сейчас я третий ряд, я их буду уже немножко как бы наверх, вот так вот, видите, вытягивать. Уже более мелкие у меня идут лепестки. Это делается все очень просто. Главное понять принцип. Смотрим за тем, чтобы была округлость, именно вот, чтобы не было таких геометрических полос у нас, потому что серединка должна быть круглой. Сейчас я взяла, окрасила крем черным и коричневым красителем. И у меня получился такой насыщенно черный цвет. Совсем немного крема я для этого брала, потому что много мне не нужно здесь. Я просто у кондитерского мешка отрезала кончик, где-то 2-3, может быть, максимум миллиметра. И получается у меня вот такие вот семечки. Я просто иду ровно по кругу и заполняю всю эту мою серединку. Не нужно здесь делать их вытянутыми, потому что у меня здесь подсолнухи уже спелые. Это уже спелые черные семечки подсолнуха мы имитируем вот в данном цветке. И все, вот так вот заполняем всю серединку. Крема уходит на это совсем немного. И поэтому окрашивать крема много здесь я не советую, вот в этот черный цвет. Вот такой у меня получился цветочек. Сейчас я отсаживаю его сначала на подложку. И мне нужно отсадить вот много этих цветов. И потом уже я с этими цветами их уже буду выставлять на торт. Опять делаем такое же основание, разравниваем его обязательно мастихином. Это очень важная здесь деталь в изготовлении этих цветов, чтобы именно плоская такая, достаточно округлая поверхность была у серединки этого цветка именно под семечки. Сейчас я беру также насадку номер 13
Это открытая звездочка, самая маленькая, 3 мм. И сейчас я буду делать еще у нескольких цветов окантовку вокруг семечек. Здесь я взяла, это я показываю немножко уже другой цветочек. Все то же самое я делаю, основание. Эту же насадка галочка 352. И видите, я уже их тяну наверх. Эти же точно лепестки, они у меня подлиннее. И как бы я их загибаю вверх. Потому что очень часто у подсолнухов лепестки располагаются именно так. Сейчас я беру опять кондитерский мешок с черным кремом, делаю семечки. И вот это вот то, что вытянулось, нужно сразу это будет убирать потом. Это я уберу. И по окружности этих семечек я просто буду делать вот этой вот насадкой номер 13, самая маленькая открытая звездочка 3 мм. Я сделаю такие как бы еще ворсинки, или как это правильно сказать. Потому что у всех подсолнухов есть такие как бы элементы в цветке, которые обрамляют именно семечки. Здесь я взяла цвет, смешала черный и вот этот желтый, то есть он получился что-то приближенное к тому цвету, которым я буду делать листья потом. Видите, вот просто вот такой еще вариант цветка, потому что у меня часть будет просто с черной серединкой и часть вот с такой вот с окантовочкой. Вот таким образом я делаю все мои цветы. Теперь к торту. Торт я уже покрыла белковым кремом, и смотрите, как просто я сделала у него сегодня бока. Я беру кисточку кондитерскую силиконовую и просто прохожусь. Кипяченая холодная вода, смачиваю хорошо кисточку и прохожусь так же, как я делаю страницу у книги. И вот так все бока я прохожусь. И выравнивать ничего не нужно, получается очень красивая оформленная боковина. Здесь у меня надпись «С днем рождения». Это сахарная картинка. Накладываю я ее из центра и на бока выпускаю воздух. Насадка здесь у меня номер 5. Круг. Я ей сделаю сейчас окантовку у надписи. И такую же окантовку я делать буду по всему торту. Я не хотела на этом торте именно делать лишних много деталей. Вся здесь сосредоточенность идет в этом торте именно на подсолнухах. Видите, также по всему торту делаю такими завитками именно бордюрчик. Теперь я отсаживаю цветы. Цветы у меня все готовы. И я взяла сначала маленькие кондитерские ножницы, но мелковато они для этих цветов, и потом я уже взяла крупные ножницы, которыми я пользуюсь постоянно для тортов тоже. И вам советую сразу для подсолнухов брать, конечно же, крупные ножницы, потому что цветы огромные, и лучше, чтобы ножницы были уже поустойчивее. И таким образом я просто располагаю цветы на торте. Здесь мне хотелось сделать именно много подсолнухов, чтобы они богато смотрелись, так же, как они и растут на поле. Один может немножко прикрывать другой. Также я и хотела это же сымитировать именно в торте. Один смотрит в одну сторону, другой в другую, и чем больше их, тем лучше, потому что подсолнухи, они очень красиво смотрятся, когда их много именно. Здесь я хочу один расположить немножко повернутым вперед подсолнух, и я поэтому сделала основание из крема, чтобы он держался. Листьев я сначала не делала на них, потому что цветы очень тяжелые, объемные, и листья они бы еще усугубили их тяжесть и объемность. И там достаточно много у меня сейчас расстояний между цветами, чтобы отсадить хорошие листья. Все, верх торта я заполнила цветами. Сейчас мне не дохватило одного цветочка, я его доделала, уже не стала показывать. И сбоку вторым цветочком я его здесь располагаю. Вот единственное, что мне не дохватило, а так я все их сделала уже заранее. Итак, насадка номер 70 у меня. Листик, это 1 сантиметр на выходе. Листья у подсолнуха, как известно, очень крупные. И поэтому я сразу взяла большую насадку лист. Никаких
растений между цветами я делать не буду здесь, в этом торте. Хотела сделать именно мужской такой, моно, как бы такую композицию из цветов. И поэтому я делаю просто крупные листья. Я буду делать бутон непосредственно на самом торте. Я взяла, опять же, мою насадку 352 галочку и делаю просто такой незамысловатый как бы круг вот из этих лепестков, как полузакрытый бутон подсолнуха. Видите, серединку я такой оставила, и сейчас я там отсаживаю семечки. И все, и бутон готов. Также я буду делать пару таких же бутончиков спереди торта, я уже просто не стала это показывать. Сейчас, в принципе, вся моя композиция уже завершена. Я сейчас беру черный сахар, просто это окрашенный сахар кондитерский, кристаллический. И вот так вот я посыпаю здесь, ну, где считаю нужным, потому что как бы имитация семечек, да, потому что, еще раз повторяю, семенинник любит семечки, подсолнухи, и поэтому хотелось вот именно что-то дополнить. Из крема я побоялась делать здесь семечки, это смотрелось бы очень уже грубовато. Вот такая композиция у меня получается. В принципе, торт у меня готов. Еще раз повторюсь, что если у вас нет насадки 352 галочка, вы можете также сделать насадкой листик. Где-то 8 мм, даже может быть 6 мм на выходе, но лучше 8. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.